Китайский автопром уже давно перестал быть просто дешевой альтернативой. Сегодня это дерзкий, стремительно развивающийся игрок, который бросает вызов мировым гигантам. Электромобили и гибриды, технологии автономного вождения, смелый дизайн – все это стало визитной карточкой нового поколения китайских авто. Компания XPeng Motors – один из самых заметных представителей нового поколения китайских автопроизводителей. Основана чуть более 10 лет назад и уже успела сделать заметный вклад в развитие электромобилей. Интересный факт. Именно XPeng стали первыми в Китае, кто начал серийный выпуск электрокаров с системой автопилота второго уровня. Китайские автопроизводители действительно достигли невероятного уровня развития за короткое время. Сейчас они предлагают автомобили, в которых есть все от крутого современного дизайна до технологичного продвинутого салона, и все это по относительно доступным ценам. Возьмем, к примеру, компанию Xiaomi, недавно вошедшую в автомобильную индустрию и уже ставшую настоящим хитом не только в Китае, но и за его пределами. Это яркое доказательство того, что сегодня новым моделям в Китае нелегко. Чтобы выделиться, нужно предложить что-то действительно технологичное, интересное и продвинутое. И вот 6 августа XPeng представила новое поколение своей модели P7 электролифтбека с ретро-футуристическим дизайном, который будто сошел с концепт-кара. Автомобиль сразу же поступил в предпродажу, и за считанные минуты было оформлено 10 тысяч предзаказов. А как вы думаете, достойна ли эта машина появиться в следующем фильме «Агента 007» вместо классического Астон Мартина? Этот полностью электрический автомобиль впечатляет не только передовыми технологиями и запасом хода до 820 километров, но и интерьером будущего, именно таким, каким китайские автопроизводители научились создавать за последние годы. Узнайте, чем именно готова удивить новинка поклонников современных технологий и дизайнерских решений. Согласитесь, этот дизайн словно прибыл к нам из будущего, но с легким намеком на ретро. Новый P7 – результат 5-летней работы, за которой стоит талантливый французский дизайнер Рафик Феррак и международная команда профессионалов. Узкие передние фары, объединенные сплошной светодиодной полосой, придают лицу автомобиля футуристичный облик. Сзади – цельная плашка фонарей и дополнительные диагональные LED-элементы спереди и сзади подчеркивают динамичный характер. Лифтбэк получил безрамочные двери с выдвижными ручками. А если хочется вау-эффекта, за доплату доступны передние двери с открыванием вверх, словно у суперкара. Инженерная сторона тоже впечатляет. В переднем бампере активные аэродинамические заслонки, а на корме выдвижной спойлер, создающий до 900 кг прижимной силы, коэффициент аэродинамического сопротивления 0,201. Автомобиль будет доступен в 6 цветах. Покрытие – лакокрасочный слой толщиной 70 микрон от Glossarit, немецкой компании BASF, который обеспечивает безупречный зеркальный блеск. Кстати, такая же используется для окраски Rolls-Royce и Bentley. Размеры выросли по сравнению с первым поколением. Длина – 5017 мм, ширина – 1970, колесная база – 3008 мм. При этом машина стала чуть ниже – 1427 мм, что еще больше подчеркивает спортивный силуэт. Спереди здесь стоит полностью алюминиевая двухрычажная подвеска, а сзади – пятирычажка. А двухкамерная пневматическая подвеска умеет регулировать ход аж на 50 мм, увеличивая максимальный дорожный просвет до 172 мм, почти как у кроссовера. Китайцы продолжают удивлять. Технологии становятся все более продвинутыми, а машины все практичнее. Но, скорее всего, эту систему предложат в полноприводной версии. Они отличаются символом Q на боку кузова. Колеса здесь от 20 до 21 дюйма. Впечатляет, особенно когда понимаешь, что снаряженная масса машины составляет 2188 килограммов. Электросистема нового лифтбека XPeng P7 работает под напряжением 800 вольт. Модель представлена в 3 модификациях.
Базовая версия оснащена электромотором на 367 сил, установленным на задней оси. С ним работает литий-железо, фосфатная батарея емкостью 74,9 кВт-часа, обеспечивая запас хода до 702 км по оптимистичному китайскому циклу CLTC. А если хочется немного больше, выбирайте среднюю версию. Здесь также задний привод и литий-ионная батарея на 92,2 кВт-часа, с которой можно проехать до 820 км. Топовая версия – это уже полноприводный Xpeng P7 с двумя моторами и совокупной мощностью 594 силы. У него та же батарея на 92,2 кВт-часа, но запас хода чуть ниже – 750 км. Разгон до сотни у такой версии занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость у всех модификаций одинакова – 230 км в час. При этом компания заявляет расход энергии 12 кВт-часа на 100 км. Модель поддерживает быструю зарядку по стандарту 5C. Пиковая мощность 486 кВт. За каких-то 10 минут вы получаете запас хода 525 км. Зарядка с 10 до 80% занимает чуть больше 11 минут. Совершенно новый P7 оснащен сразу 3 процессорами с искусственным интеллектом Turing, обеспечивающими впечатляющую вычислительную мощность 2250 ТОПС. Благодаря системе Turing Intelligent Driving управление ассистентами становится не просто точным, а действительно умным. Машина буквально думает наперед быстрее и четче, оценивая ситуацию на дороге, чем обычный водитель. В наборе стандартного оборудования полный арсенал современных помощников, которые делают езду комфортнее и безопаснее. Внутри P7 сразу ощущается настоящая технологическая атмосфера. Интерьер доступен в 3 цветовых вариантах и обшит премиальной кожей Napa. Цифровая приборная панель размером 8,8 дюйма показывает всю важную информацию. Главная изюминка – мультимедийный экран, который умеет вращаться по 3 осям. Особенно впечатляет проекционный дисплей с дополненной реальностью. Огромные 87 дюймов прямо перед глазами. Спортивный 3-спицевый руль с селекторами в стиле AMG добавляет интерьеру спортивности и динамики. Отдельно стоит отметить голосового ассистента. Он не просто слушает команды, но и реагирует движениями, например, может кивать в ответ. Впервые в сегменте Xpeng внедрили сенсорный тачпад прямо в дверную карту водителя. Он настраивается для быстрого доступа к функциям, например, открытие перчаточного ящика или управление вентиляцией и обогревом сидений. А самое приятное, в будущих обновлениях по воздуху обещают добавить еще больше полезных возможностей. Особого внимания заслуживают спортивные сиденья ковши. Они не просто удобные, это настоящий комфорт на уровне премиума, вентиляция, подогрев, массаж, регулировка в 16 направлениях и даже встроенные динамики в подголовниках. Но самое крутое – активная боковая поддержка, которая реагирует на движение всего за 10 миллисекунд и смещается в бок на 30 мм, удерживая водителя во время агрессивных поворотов. Эта технология позаимствована у премиальных моделей BMW и Mercedes-Benz. Регулируемым электрохромным стеклом панорамная крыша площадью почти 2 квадратных метра дарит ощущение простора и света в салоне, а если нужно, легко создает приятную тень. Двухслойные стекла спереди, а также тонированные стекла сзади и на заднем стекле создают отличную звукоизоляцию, защищают от солнца и помогают снизить шум. Аудиосистема с 23 динамиками и функцией активного шумоподавления превращает салон в личный концертный зал. Для мелочевки в салоне предусмотрено целых 33 удобных места хранения. А пассажиры на заднем сиденье точно оценят отдельный 8-дюймовый тачскрин, с которого можно управлять мультимедийными и климатическими настройками. Объем багажника – 575 литров – это для повседневных задач, а если сложить спинки второго ряда, то место увеличится до 1929 литров. Кроме того, спереди, так как это электрокар, предусмотрен дополнительный отсек на 56 литров.
Чтобы забронировать Xpeng P7 нового поколения, достаточно внести символический депозит, всего около $14. Пока точная цена не объявлена, ее раскроют через несколько недель, но производитель уже дал понять, стоимость не превысит 300 тысяч юаней, а это примерно 42 тысячи долларов. Интересно, что первые счастливчики смогут получить свои машины уже до конца этого года. Новинка обещает стать одним из самых технологичных электрокаров в своем классе, делая ставку на инновации и премиальный комфорт. Удалась ли новая модель? Однозначно да. А если они действительно удержат цену ниже, чем у Xiaomi SU7, то это почти наверняка будет хит. Взгляните сами, китайский автопром сильно изменился и уже далеко не тот, что был раньше. Это не просто бюджетный вариант, а настоящий технологический вызов для мировых лидеров. Xpeng P7 нового поколения, лифтбэк, на который точно будут оглядываться. Стильный, технологичный и при этом, возможно, доступный электрокар, меняющий представление о китайских автомобилях. Так что, когда слышите «сделано в Китае», не спешите скептически хмуриться, возможно, перед вами будущее автомобильной индустрии. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить крутые новинки автомобилей и свежие обзоры. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими путешествиями, а каждый поворот дороги открывает новые возможности и впечатления. Желаем вам комфорта, безопасности и удовольствия от вождения, чтобы машина всегда дарила только позитив и уверенность. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами и до следующего видео.